Друзья, всем привет! Вы на канале CoinBrain, меня зовут Александр, и сегодня у нас будет небольшое такое обучающее видео о том, как правильно пользоваться сеткой коррекции по Fibonacci. Для того, чтобы ничего не выдумывать, я расскажу, как я применяю коррекцию по Fibonacci в своих стратегиях, в своих действиях, и как мне это помогает. В своем телеграм-канале я как-то упомянул словосочетание «натянем FIBA», и у одного из подписчиков возник вопрос, а что, собственно, мы куда натягиваем, что такое FIBA. Таким образом, я понял, что не все еще понимает, что такое коррекция по Fibonacci, не все используют этот инструмент, хотя инструмент очень мощный. Вот также, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что да, у меня есть телеграм-канал, и у нас есть также чат в телеграме. У нас в чате уже сформировалось небольшой такой комьюнити, каждый разбирается в своей нише, поэтому я приглашаю вас также вступить в наш чат, и вам обязательно ответят и помогут. Поэтому вступайте, ссылка будет в описании, и вот здесь на экране я ее оставлю. Начнем наш разбор. Будем рассматривать на примере актива Atom. Как по мне, он довольно хорошо подходит для такого образцового актива, который я вижу, что не сильно подвержен каким-то манипуляциям, и в принципе цена очень органично движется и чувствует практически все уровни коррекции, которые нам необходимы. Вот, для новичков объясню, что такое коррекция по Fibonacci, где ее найти. Я использую TradingView. Это, наверное, наиболее популярный вообще ресурс, на котором все смотрят котировки и криптовалют, и фондового рынка. Здесь есть такой инструмент, как коррекция по Fibonacci. То есть вот здесь вот справа есть инструменты, есть вот эти вот линии с точечками. Нажимаете на нее, на эту кнопку, и самый первый инструмент — это коррекция по Fibonacci. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Как им пользоваться? То есть вы находите тренд, вы должны определить, то есть либо растущий тренд, либо нисходящий тренд, то есть либо рост, либо коррекция, и поставить нулевой уровень, первую точку на начало тренда, то есть, допустим, на тень свечи, нижний, край свечи, нижнюю тень, и следующую точку верхнюю поставить на конец тренда. У нас появляется вот такое вот поле с уровнями. Сразу скажу, что настройки все применяют разные, для разных целей, для разных стратегий. Я для того, чтобы определить, в какой стадии находится сейчас актив, стоит ли его инвестировать или нет, для себя опытным путем, только опытным путем выявил, что вот такие вот настройки для меня работают лучше всего. Здесь присутствуют все основные уровни, и золотое сечение здесь присутствует, и 0.85 уровень, и 0.23 уровень. И на практике я заметил, что цена большинства активов эти уровни чувствует. Также вы можете сохранить эти настройки шаблон, то есть внизу, вот здесь вы можете сохранить как, и дать название, допустим, этому шаблону, там Fibonacci для инвестиций, или, то есть любое название, которое вам будет удобно. Как можно применить, допустим, эту сетку в данном случае? Здесь мы видим, что актив недавно скорректировался, то есть с цены примерно 46-45 долларов, скорректировался до 20 долларов. Если мы натянем сетку Fibonacci, как я говорил, от начала предыдущего растущего тренда до его окончания, до вершины, то мы заметим, что скорректировался актив и остановился четко на каком-то уровне. Что это за уровень? Это уровень 0.5. Видно, что цена чуть-чуть пробивала его вниз, но в целом довольно остро этот уровень чувствует. Анализ, технический анализ с использованием коррекции по Fibonacci — это больше такой чисто визуальный анализ, поэтому не удивляйтесь, что многие вещи будут, возможно, звучать из моих уст немного расплывчато, потому что каждый применяет эту теорию и этот инструмент по-своему. Я расскажу, как применяю его я. И в большинстве своем, конечно же, есть какие-то допущения, и все это делается на глаз. То есть вы прикладываете эту сетку и ищете наиболее логичное, и наиболее оптимальное какое-то решение. То есть где вы видите самое большое количество соприкосновений, самую большую логику в движении цены. Если вы ее не видите, означает, что вы, скорее всего, положили сетку неверно. Если вы, допустим, мы сделаем вот так, то мы, видим, что здесь, каких-то движений и каких-то соприкосновений с уровнями у цены, у точки разворота тренда, их нет. Означает, что сетка наложена неправильно. Если мы подвинем ее так, как она была изначально наложена, мы видим, что в нескольких точках график чувствует эти уровни. Вот здесь мы поднялись до 0.382 уровня, здесь мы опустились до 0.618, здесь мы опустились до 0.5, здесь мы снова поднялись до 1, и опять же мы перед этим коснулись 0.382. То есть достаточно много точек соприкосновения. Это означает, что сетка коррекции по Fibonacci наложена верно. Что нам дает сетка коррекции по Fibonacci, наложена конкретно в этом случае, конкретно на этом графике? Здесь мы видим, что
Следующий шаг, куда цена может пойти, это либо она может прийти либо к нулевому уровню, после этого отскочить до 0.23, либо мы можем пробить нулевой уровень, то есть обновить хай и прийти к минус 0.236. Есть еще один способ для того, чтобы определить потенциал роста актива. Если мы натягиваем сетку Фибоначчи не на растущий тренд, а вот на это коррекционное движение, то есть мы от хая, предыдущего хая, натягиваем сетку до ближайшего лоя. То есть вот этот вот импульс у нас, который был направлен вниз, да, коррекция, начинался вот на цене $46 за одну монету и остановилась цена на $20 примерно. Вот таким образом мы накладываем сетку и опять же видим, что здесь присутствует некая закономерность и некое чувство, да, такое этих уровней. Опять же мы при предыдущем импульсе, если вы присмотритесь, мы коснулись, ну практически коснулись, то есть если тут сетку наложить немного точнее, мы увидим, что мы, скорее всего, все-таки коснулись уровня 0.618, после чего скорректировались на уровень 0.23. Конечно, тут не идеальное касание, то есть нужно закладывать, если вы там собираетесь торговать по сетке Фибоначчи, конечно, нужно закладывать небольшой зазор и понимать, что цена может немножко проколоть этот уровень, либо до него не дойти. Но здесь мы видим, что мы от уровня 618 отскочили вниз на 0.23 и после этого пришли к уровню 0.85. Сейчас мы опять же идем к единице, да, и возможно, если его пробиваем, идем к уровню 1.272. То есть вот так все просто. Мы просто правильно накладываем сетку, и это нам дает представление о том, куда цена может прийти. Не обязательно, что она придет именно вверх или именно вниз. Мы видим уровни, к которым цена как магнитом будет, скорее всего, притягиваться. Пойдет ли она вверх или пойдет ли она вниз, с большей вероятностью она будет касаться и отскакивать от уровней, которые мы видим на этой сетке. Что касается, опять же, прогноза цены, есть один такой способ, который многие используют. Как я говорил в начале, мы накладываем сетку Фибоначчи от предыдущего хая до лоя нисходящего тренда, до разворота, да, тренда. И можем предполагать, что цена как минимум придет к уровню 1.272, если опять же не мешается манипулятор, если, допустим, биткоин не прольется, да, и за ним не польется этот актив. И, скажем так, более оптимистичная цель, которую мы можем рассчитывать, это уровень 1.618. То есть конкретно для атома, допустим, это цена в $78. Опять же, это может служить для вас неким ориентиром. Это не то, на чем можно, то есть это не единственный инструмент, да, на котором можно вообще базировать свою торговлю, но это один из таких мощных инструментов, который помогает вам ставить какие-то цели. То есть вы не ждете, что атом будет по $200 или по $300 или там по 50, то есть вы понимаете, что у вас есть какие-то ориентиры. Если вы видите цену 58 или 56 и какое-то неуверенное движение и, допустим, коррекцию, вы можете предположить, что, наверное, это максимум, который может показать этот актив, и выйти из него, ожидая, что он в последующем скорректируется и придет, допустим, к 0.5 уровню, да, к 0.5 уровню или к 0.618 очень часто цена стремится. Для того, чтобы понимать более четко, куда цена может прийти, нужно также смотреть и на сам актив, то есть как себя ведет, как себя вела его цена в прошлом. Давайте посмотрим, к чему привело предыдущее движение после коррекции. То есть мы также натягиваем сетку Фибоначчи от предыдущего хая к предыдущему лою, то есть меряем вот эту вот коррекцию, да, и мы видим, что цена пришла четко к уровню 1.272. То есть если мы отмотаем еще раньше и найдем снова какое-то похожее движение коррекционное, допустим, вот это, да, и здесь попытаемся понять, куда же пришла цена, сделаем это чуть точнее, мы видим, что в этом случае цена также пришла к уровню 1.272. То есть для этого актива уровень 1.272 можно считать такой закономерностью, на которой уже можно основывать какие-то свои решения, какие-то свои цели. Здесь снова, опять же, по более свежему движению мы натягиваем сетку Фибоначчи от предыдущего хая к нынешнему лою, то есть к лою этого, к окончанию этой коррекции, и можем предполагать, что снова, то есть уровень 1.272 послужит таким своего рода магнитом для этой цены, для этого актива, и что атом придет к цене в $57-58. В принципе, это один из основных способов, по которым я пользуюсь, по которому я применяю коррекции по Фибоначчи для себя. То есть многие, опять же, как я говорил, есть много вариантов использования этого инструмента, но я для себя использую его вот именно таким образом, и мне это помогает. То есть мне это помогает понять,
на какой стадии находится актив, куда может пойти цена, и также помогает определить, допустим, до каких пор будет длиться коррекция, либо же поставить цели для того, чтобы вовремя выйти из этого актива. Нужно также понимать, что если это график цены в вакууме, да, который отражает, как это должно быть, поведение толпы, то есть, наверное, вы, если торгуете или там интересуетесь инвестициями, вы должны понимать, что график это по сути психология, да, это поведение толпы, то есть вся толпа, большинство людей либо покупает, видя растущий тренд, как только они видят коррекцию, многие начинают продавать этот актив, тем самым, да, нарастая, увеличивая этот снежный ком, да, и толкая цену еще ниже. После этого все успокаиваются, умные начинают откупать актив, видя, что он уже достаточно скорректировался. И после этого следует новая волна роста и так далее. То есть все это повторяется, все это визуально очень хорошо видно на графике. Но если в этот актив вмешается манипулятор, если мы будем говорить не о движении толпы, а о действиях конкретного человека или группы лиц, небольшой группы лиц, которые управляют этим активом и пытаются манипулировать сознанием толпы, тогда коррекция по Фибоначчи и вся эта сетка может не работать должным образом. Но, тем не менее, то есть манипулятор, он не всесилен, и он может только подтолкнуть цену. Но толкать ее постоянно вниз или вверх – это довольно-таки затратное дело. Поэтому даже если мы возьмем какой-то манипулятивный актив, где видна рука манипулятора, где биржа выносят, допустим, стопы, играется с волатильностью, выносит лонгистов или шортистов. Тем не менее, даже там цена чувствует эти уровни, просто некоторые уровни она может проскакивать. То есть мы, допустим, проскочим 0,5 уровень, пойдем там сразу на 0,85, либо проскочим 0,32 и пойдем на 0,618 и так далее. Но даже там, то есть эта коррекция, она применима и помогает понять то, находимся мы, допустим, все еще в восходящем тренде или нет. Если бы мы здесь пробили 0,5 уровень, да, то можно было бы ожидать, что мы пойдем на 618. Если мы пробили 0,618, то можно было бы ожидать, что это разворот тренда и что дальше мы можем прийти к нулевому, точнее к первому уровню. И безопасные покупки можно было бы совершать либо на первом, либо на уровне 1,272. Но поскольку цена отскочила от 0,5, здесь можно предположить, что мы все еще находимся в восходящем тренде. Это то, как я применяю коррекцию по Фибоначчи для инвестиций. Если вам интересно, как можно торговать, используя сетку Фибоначчи, то давайте это видео наберет хотя бы 50 лайков, и я поделюсь с вами несколькими стратегиями, торговыми стратегиями, которые помогают торговать, да, и зарабатывать на более мелких таймфреймах. То есть сейчас мы смотрим дневной таймфрейм, либо недельный, если мы говорим о инвестициях. Если мы говорим о трейдинге, то это уже часовой, 15-минутный и так далее. Вот, более подробно я говорю об этом в своем телеграм-канале, там же я разбираю многие монеты, инструменты, которые интересны мне и, возможно, будут интересны вам. Поэтому еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, вступайте в наш телеграм-чат, где вам, скорее всего, если у вас есть какие-то вопросы, вам, скорее всего, ребята помогут, ответят. Вот, и вместе, естественно, будет веселее и спокойнее на этом неспокойном и волатильном рынке. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, вы большие молодцы. Подписывайтесь также на мой YouTube канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, какими инструментами для анализа пользуетесь вы, также будет интересно это почитать. Вот. И всем спасибо, всем профита, всем пока.